Привет! Задумывались ли вы когда-нибудь, что ваш привычный чат в Телеграме, сервер в Дискорде или любимый паблик — это, по сути, самое настоящее племя? Давайте сегодня попробуем посмотреть на наше онлайн-сообщество глазами антрополога. Ну вот смотрите, с одной стороны, у нас есть группа людей у костра где-то тысячи лет назад. А с другой, ну скажем, сервер для геймеров, дизайнеров или фанатов какого-нибудь сериала. Что между ними общего? Так вот, оказывается, общего здесь, просто поразительно много. Фундаментальные принципы нашей социальной жизни, по сути, почти не изменились со времен тех самых костров. Давайте начнем с главной мысли. Любой онлайн-чат — это не просто группа людей по интересам. По своей структуре, по своей сути, это и есть современное племя. Ведь наша базовая человеческая потребность принадлежать группе, быть своим среди своих, она никуда не делась. Просто теперь она нашла для себя новую среду обитания — цифровую. Так что наши чаты и форумы — это, по сути, те же деревни и общины, только онлайн. Окей, хорошо, допустим, это племя, но тогда где его границы? Любой антрополог, когда начинает изучать какую-то группу, первым делом ищет вот эти невидимые заборы, которые отделяют своих от чужих. Да, все начинается именно с границ. Прежде чем понять, что происходит внутри сообщества, нужно ведь очертить этот круг. Вот это мы, а вот там, за чертой, они. И эти границы могут быть как очень явными, прописанными в правилах, так и совсем негласными. В онлайне эти границы, знаете, видны невооруженным глазом. Где-то это закрытый доступ, только по инвайтам, где-то платная подписка. Иногда на входе задает какой-нибудь каверзный вопрос, вроде «как вы о нас узнали?». Но самое интересное — это неписанные правила. Те, которые узнаешь, только совершив ошибку. Ну и, конечно, публичная порка нарушителей, все эти отмены и кэнселинги — это тоже очень мощный способ показать всем, где проходит черта. Но границы — это еще не все. У каждого племени, у каждой уважающей себя группы есть своя история основания, свой миф о происхождении. И это не просто какая-то байка. Это, по сути, культурный фундамент группы. В нашем цифровом мире это может быть что угодно. Например, история о том, как был создан форум, или тот самый, знаете, легендарный пост, с которого все началось и который до сих пор цитируют старички. Эта история постоянно пересказывается и объясняет новичкам, зачем все здесь собрались и что для группы по-настоящему важно. Хорошо, с культурой немного разобрались, но ведь на поведение племени влияет не только она, влияет еще и среда обитания, а в нашем случае она полностью цифровая. И вот тут начинается, пожалуй, самое интересное. Представьте, раньше на жизнь племени влияли, леса, реки, климат, а что влияет сейчас? Алгоритмы платформ, ленты рекомендаций, тренды, лайки, репосты — это и есть наш новый цифровой ландшафт. Да-да, именно алгоритмы. Это они решают, какой пост все увидят и начнут бурно обсуждать, а какой просто утонет и исчезнет без следа. Это такая, знаете, цифровая погода. И она часто бывает штормовой, может усиливать конфликты, запирать нас в эхо-камерах и, конечно же, поощрять самый кричащий, самый поляризующий контент, просто потому что на него больше всего реагируют. Так, с внешней средой понятно. А что там внутри, в повседневной жизни племени? А там все как у людей. Есть свои ритуалы, свой негласный статус и своя борьба за власть. Что такое цифровой ритуал? Это ведь не просто какая-то привычка. Это повторяющееся, предсказуемое действие, которое все ожидают. Оно как пульс группы, поддерживает ритм жизни и незаметно, скрепляет всех участников друг с другом. Примеров-то масса, от ежедневных гифок с добрым утром, которые вроде бы мелочь, а создают ощущение «мы снова вместе», до коллективной поддержки, когда все идут бомбить лайками чей-то пост. Но есть и темная сторона — ритуалы изгнания, когда группа объединяется, чтобы вытеснить чужака через массовые жалобы или травлю. Это ведь тоже ритуал, который очень жестко укрепляет границы своих. Кстати, о власти. В цифровых племенах она бывает двух типов. С одной стороны, формальная — это админы, модераторы, те, у кого есть волшебная кнопка «забанить». А с другой — неформальная власть, и она часто куда важнее. Это те самые харизматичные участники, чьи шутки подхватывают, а мнение в споре вдруг становится решающим. И вот именно они, а не админы, по сути, и определяют культурный код группы. Ну хорошо, все это звучит и интересно. А как применить-то на практике? Давайте попробуем составить такой небольшой полевой гид, который поможет прочитать любое онлайн-сообщество.
Итак, вот 4 простых шага. Первый. Рисуем карту территории, то есть определяем, где вообще обитает это племя, какая платформа, какие чаты, может у них даже оффлайн встречи есть. Второй шаг. Описываем одну ключевую сцену, берем какой-нибудь эпичный спор или флешмоб с мемами и пытаемся понять, а что это значило для участников. Не просто что случилось, а что это для них значило. Третий. Составляем словарик местного сленга, записываем все эти шуточки, мемы, особые термины, которые работают как пароль свой-чужой. Ну и четвертый, пожалуй, самый важный, честно определить свою собственную роль в этой системе. Вот смотрите, отличный пример со словарем. Допустим, в чате дизайнеров постоянно мелькает фраза UX-ад. Буквально это просто критика плохого дизайна. Но для этого племени это гораздо больше. Это и общая шутка, понятная только своим, и такой закодированный сигнал «Ребята, вот так мы не делаем. Мы — те, кто понимает, как надо». И вот в этом-то и есть вся суть, когда начинаешь задавать такие вопросы, весь этот бесконечный поток сообщений, мемов и споров, он перестает казаться хаосом, за ним начинает проступать сложная, но вполне логичная система. Настоящая, живая культура. И в завершение вопрос на подумать. В любом онлайн-сообществе, где вы состоите, 100% есть одно, самое главное неписанное правило. О нем никто не говорит вслух, его нет в правилах, но все его знают и соблюдают. Что это за правило? Ответ на этот вопрос, пожалуй, и есть ключ к пониманию сердца любого цифрового племени.